Всем привет! Очередная камера видеонаблюдения с AliExpress. Фирменная упаковка. Даже уже по картинке можно видеть на упаковке, что камера ICC, XMI, ICC Pro, XMI Pro. То есть XMI-евская камера. 3 мегапикселя Wi-Fi. Модель ее опять 3 мегапикселя. Европейская вилка на блоке питания. Объектив 3,6 мм. Питание 5 вольт 2 ампера. В общем-то все характеристики вот даже на упаковке есть. 360, 32 гигабайта. Наклейка говорит о том, что камера укомплектована картой памяти на 32 гигабайта. То есть продавец положил мне карту памяти в комплект. Можете заказать до 128 гигабайт карты памяти. Ну и можно заказать без карты памяти. Кстати, без карты памяти самый дешевый комплект будет. Камера будет поддерживать карту памяти, но просто ее в комплекте не будет. Соответственно, самый дешевый комплект без карты памяти около 20 с чем-то, 22 долларов. По ссылке переходите под видео, сразу оставляю ссылку и посмотрите реальную стоимость на сегодня. Новые инструкции, кстати, уже идут. Давайте посмотрим, перевод уже сделали ли на понятный язык или нет. Так, пока только английский и китайский. Но все равно, инструкция большая, цветная и относится ко всем камерам с поддержкой данного приложения. Независимо в домашнем корпусе, в поворотном корпусе для улицы. Все, в общем-то, здесь понятно. На досуге можно разобраться, но камера очень легкая в подключении, поэтому смотрим видео, как я подключаю, и подключаем сами. По вашим просьбам создал группу чат в Телеграме для общения и помощи по теме видеонаблюдения. Переходите, присоединяйтесь. В комплекте блок питания уже идет 5 вольт 2 ампера. Обычный блок питания, как зарядка вашего смартфона. 5 вольт 2000 миллиампер. Кабель USB, micro-USB. Также кабель такой, который вы можете использовать от своего смартфона. Крепление камеры на стену. Вот такая вот крышечка. Дальше посмотрим. И дюбели для крепления, самого крепления на потолок. Потолочное крепление. Карта памяти на 32 гигабайта со скоростью U1 чтения. Можно заказывать. Укомплектовывает картами проверенными продавец в магазине Unbiax. И вот сама камера. Вот такой вот вариант. Вариант для помещений. Низ у нее тяжелый, поэтому она устойчивая. То есть падать как-то от каких-то встрясок она не будет. Прорезиненные ножки. Штативная резьба. Можно на штатив камеру крепить. Есть стеновой вариант штатива и потолочный, где вы можете прикрепить камеру и использовать ее кверх ногами. Картинку можно будет перевернуть в приложении. Или можно стоя ее использовать. И также вот такой вариант, когда камера на потолке будет. Провернули за подлицо на потолке. Вроде бы и не видно, как она крепится, и прикольно. Камера располагается на потолке. Нужно снять ее, провернули вы. Крепление осталось на потолке. Вы камеру сняли. Разъем питания micro-USB. А слот под карту памяти, скорее всего, да, вот здесь. Кнопка сброса к заводским установкам и слот под карту памяти. Камера поворотная. 350 по горизонтали и по вертикали 90. Имеет ночные режимы также. Камера не дальнобойная, камера для помещений. Ночные режимы, ИК-светодиоды не очень мощные, хватит где-то в пределах 10-12 метров в помещении. Проще говоря, кому непонятно, что это за камеры. Это камеры копия вот этой, например, 3-мегапиксельный вариант, только она для улицы, для уличного использования, в корпусе для улицы. Эта камера в корпусе для помещения. Какое еще различие? Эту камеру можно по кабелю подключать. Эта камера чисто Wi-Fi. Ну и питание. Здесь 12 вольт, здесь 5 вольт. Все остальное идентично по функционалам. Слежение, определение силуэта человека также есть в этой камере. Приложение ICC XMI также и в этой камере. И в чем ее прикол? В том, что
подвязали вы ее по Wi-Fi к своему роутеру, несете в другую комнату, и она у вас ведет видеонаблюдение из другой комнаты. Двухэтажный у вас дом, на втором этаже есть сигнал Wi-Fi этого роутера хороший, понесли вы камеру туда, установили, и завтра или сегодня ведет она у вас видеонаблюдение со второго этажа. В каких-то из случаев, понятно, что временно, эту камеру можно устанавливать на окне, и она будет вести из окна видеонаблюдение, например, за территорией. Ну, это днем возможно. В ночном режиме будут помехи, будут ее ИК светодиоды отражаться в стекле. Ну, а дневной вариант, установили камеру на окне, подключили, розетка рядом, или же вообще пауэрбанком, 5-вольтовым, обычный ваш пауэрбанк. Подключили камеру, и она от пауэрбанка, не задействовав розетку 220, работает у вас и следит из окна. Огромный плюс этих поворотных камер домашних, тех, что они обладают, вот как я рассказал вам, функционалом уличной камеры, слежение, определение силуэта человека, аудио, динамик, все у этой камеры есть. Огромный плюс, что вы можете без проблем сделать ей бесперебойник. Этим бесперебойником по питанию будет служить ваш пауэрбанк. Подключили к камере пауэрбанк через кабель ее обычный, а пауэрбанк подключили в сеть 220. Пауэрбанк стоит в буфере, то есть он заряжается по полной зарядке. Защита пауэрбанка выключает питание от розетки, питается от пауэрбанка камера. По мере надобности пауэрбанк подзаряжается от розетки 220. Пропало у вас дома питание, нет 220. Камера полностью работает, использует пауэрбанк. Пауэрбанк разряжается, включается электроэнергия, появляется у вас в доме. Пауэрбанк дозаряжается до 100% своей емкости. Ну и опять же, все по кругу. Камера питается от него. Этой камере, 5-вольтовым камерам, проще сделать бесперебойник. Таким вот образом. Камера может работать без интернета. Напрямую вы можете ее на смартфон заходить, на нее по Wi-Fi на расстоянии 10 метров. Ну и также вдруг что-то произошло, то есть пропала электроэнергия, Wi-Fi роутер у вас тоже отключился, не работает. Камера работает от пауэрбанка. Она будет писать на карту памяти, продолжать. Все данные она будет сохранять. Просто у вас не будет к ней удаленного доступа. Все сохранилось на карте памяти, появилась электроэнергия. Если вы удаленно заходите, открываете приложение, камера у вас появляется в сети, и у вас возможен доступ до карты памяти. Можете посмотреть, что происходило в то время, когда у вас дома не было электроэнергии. Также отличный вариант туристам. Например, взяли вы эту камеру с собой в поход, установили в палатке, подключили к ней пауэрбанк. Камера включилась в работу, ведет запись, какую вы ей поставили на карту памяти. Через приложение можно оставить или по стоянку, или же по тревоге, по движениям, всем движениям, или по силуэту человека. По использованию на улице, может кто-то скажет, да вот я хочу на время ее выносить на улицу, можно под навесом. Под навесом, чтобы на нее не попадали осадки напрямую. Будет она у вас также работать на улице. Все те же самые действия, которые производим при подключении уличной камеры, которую я вам показывал. Устанавливаем сразу карту памяти. Отметка есть, как устанавливать. Тут вы не перепутаете до защелкивания. Подключаем блок питания. Камеру можно сразу добавлять, например, на смартфон, как точку доступа напрямую по Wi-Fi. Можно через роутер подключать. Включаю в розетку 220 блок питания и подключаю камеру, ее разъем, кабель. Скорее всего будет тестовый режим, нет никаких информационных светодиодов, нету ничего. Дальше. Щелкает камера, и вы слышите те же самые слова обычной XMI-евской ICC камеры. Тот же самый режим калибровки поворотного устройства, все то же самое. Приложение ICC, XMI, ICC Pro, XMI Pro, какое хотите, такое и добавляйте. Будет у вас список устройств, при условии, что вы зарегистрируете свой аккаунт. И добавив в одно из приложений камеру, она у вас будет уже в списке устройств в вашем аккаунте на другом приложении. Плюс настроить по Wi-Fi, другого способа добавления нету у нас. И показываю камере QR-код.
Готово. Камера сказала, что уже подключена к Wi-Fi. Остается нам ввести новый пароль, имеется в виду свой пароль. Пароль доступа к камере, который вы подтвердите и запомните. Подтверждаю пароль. Вместо ID номера камеры присваиваю ей имя. Можно временно, можно потом зайти, будет поменять. Normal bin recording имеется в виду нормальная запись или же на карточку ввести тревожную запись. Присылать уведомления тревожные на смартфон. Это те основные быстрые настройки. Ищем камеру в списке устройств онлайн. Подключение успешно. Картинка с камеры. Хорошая яркая картинка такая. Камера поворотная, поэтому можно ею управлять. Вот так вот. Картинка очень четкая. Посмотрите. Очень четкая, классная картинка с камеры. Супер. Уже подтягивают картинку на должный уровень. Отлично. Ну и повороты по сторонам. Звук. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Звук какой-то глуховатый, как и качество динамика. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, кстати, я вам скажу, что динамик на хорошем уровне. Можно разобрать, можно удаленно вот эти фразы передавать. Подключились к мобильному интернету, заходим из любой точки мира. И передаете какое-то сообщение человеку со стороны камеры. Привет, как дела? Например, так. И потом он вам отвечает, и вы слышите в смартфоне. Такое небольшое переговорное устройство плюс видео. Видеосвязь можно так назвать. Можно менять качество в зависимости от интернета. Будет ставиться у вас, скорее всего, в автомате. SD качество это легкое качество при плохом качестве интернета. UHD это хорошее качество. И сигнал Wi-Fi. Тоже немаловажно. По нему вы должны будете ориентироваться. Вдруг какие-то проблемы с камерой. Многие пишут там. Не работает камера, сразу грешат на камеру. В первую очередь проверяем питание, правильно ли подается и должным же ли образом, стабильно. И уровень сигнала Wi-Fi. Вот видите, два деления, то есть средний, чуть ниже среднего. Камера работает еще и в хорошем качестве. Настройки и в разделе информация об устройстве вы можете увидеть QR-код с ID номером вашей камеры. Для чего он нужен? Для удаленного добавления. Например, программа CMS на компьютере. Можно добавить по ID номеру камеру. Можно в приложении по ID ее добавить. С кем-то поделиться, чтобы человек быстро добавил в свой аккаунт камеру. В этом же пункте синхронизировать время можно. Со смартфоном быстрая синхронизация даты и времени происходит. И прошивка устройства. Новая версия. New version. По этому поводу, смотрите, обновляйте на свой страх и риск. Если камера устраивает вас, работает нормально, не спешите сразу обновлять, попробуйте ее, протестируйте, погоняйте, работает нормально, все, то забудьте про обновление. Вдруг что-то, чешется вам, хочется. На свой страх и риск, опять же. Питание должно быть при этом стабильно, не дай бог пропадет питание на камеру. То считайте, что все, камера остается как детской игрушкой. Запустить обновление. Запускаю обновление. Давайте посмотрим, что получится в итоге. Перезагрузить устройство. Подтверждаем. System starting up. Connector router successfully. Камера подключилась, сказала, что все в порядке. Проверяем камеру. Обновляем список устройств. Камера в онлайне. И вернулась в то положение, откуда была перезагрузка. Облако хотите ли активировать сейчас? Можно активировать, можно отменить и потом зайти, ознакомиться с тарифом и активировать, если нужно. 30 дней дается бесплатно, потом можете активировать. Что обновилось, точно вам не скажу. Что-то корректируется, конкретного такого чего-то нового вы не увидите.
Так, давайте посмотрим сразу. Да, слежение есть. Ставлю время возврата 5 секунд. Set Watch нажимаю. Сохраняю место возврата. И Auto-Track Switch. При этом определение силуэта человека по стандарту, как в обычных камерах, отключается. Камера следит. Камера следит за всем подряд, что движется. Не будет камера следить за человеком. Нет у нее такой функции. Но следит в двух плоскостях, как вы можете заметить. В двух плоскостях, вверх-вниз, все четко. И как для помещения, для какого-то склада, для магазина. Очень классная функция. Слежение и определение силуэта человека. Все те же самые моменты по настройкам. Тон можно выключить. При этом жмем сохранить. При перезагрузке камера не будет проговаривать слова. Название камеры меняем. Перевернуть изображение вверх-вниз. То, что я вам говорил, когда камеру подвешиваем на потолок. Заходим тут же и переворачиваем картинку. Отразить изображение, если нужно зеркальное отображение. Язык устройства именно язык голосового сопровождения и динамик. Смотрите, на 50% стоит с завода. Можно увеличить громкость динамика еще, если нужно. Давайте 80. Наверное, при 100% будет запирать. Жмем сохранить. И потом можно проверить. Управление паролями понятно. Настройки тревоги. Включить детекцию. И именно тот момент, где вы можете включить определение силуэта человека. Режим запись видео. И звуковой извещатель. Имеется в виду, по тревоге камера может включать сирену из динамика. Или же вашу фразу проговаривать. Вот в этой настройке все есть. Звуковой извещатель. Режим детекции можете ставить по графику. Чувствительность средняя. Просьба не беспокоить. Также тревожные уведомления вы можете по графику устанавливать. Human Shape Detection. Определение силуэта человека. Растрос. Показать след или галочка там будет. Или же человек будет выделяться, тот, на которого камера отреагировала, прямоугольником. Кордон. Пересечение линий также есть в этой камере. Пошел человек туда, камера вам присылает уведомление. Пошел туда, не присылает. Можете эту линию менять, ставить, таскать как хотите. Вот. Все с приложения очень удобно делается. Также если камера к видеорегистратору подключена, все это можно делать с видеорегистратора. Программа CMS на компьютере. И область, в которой будет работать камера. Гибкие настройки. Вот. Что хотите, такую область, какую хотите, такую и делаете. Перетаскиваете куда хотите. Устанавливаете область, в которой камера будет работать, срабатывать, писать на карту памяти, присылать вам уведомления. Очень классно. И выбирать разные фигуры. Все остальное также управление памятью, карта памяти. Отформатировать тут, остановить запись при заполнении, включить циклично. И информация по оставшейся емкости. И видно карта, где работает. Тут все показано. Облачное хранилище, можно зайти и получить информацию по облачному хранилищу. И информация об устройстве, настройки сети также. Вот именно тот момент, где можно режим точки доступа переключить доступ на камеру со смартфона напрямую. Или же выбрать из списка роутеры нужные и переключить камеру на другой роутер, Wi-Fi роутер. Все элементарно, все понятно. Хорошая картинка, очень хорошая картинка. Детализация уже даже с вот этих матриц с небольшим, так сказать, разрешением. Но детализация уже очень-таки достойная. Использовал потолочное крепление к камере, которое шло в комплекте. Вот так она может использоваться под потолком, в углу комнаты. XMI-евский видеорегистратор в домашней сети нашел камеру под уже внутренним IP-адресом. Готовая она к добавлению. Камера адаптировалась под мою домашнюю подсеть. 2 кликами добавляю камеру и ввожу ее пароль, тот, который я ей присвоил. Связанный. Применить. Выход. Камера на свободном канале. Картинка с камеры. Определение силуэта человека идет, как видите, и выделяет прямоугольник. Силуэт человека. Раз, два, три, 4. Звук есть в колонках видеорегистратора. Эхо, потому что рядом 2 устройства. Ну, отличная картинка. Яркая, сочная.
качественная картинка с камеры. Сейчас давайте зайдем и посмотрим ее характеристики реальные. Ну, как бы ничего удивительного не будет. Удивительное то, что формат сжатия H265 в этой уже камере есть. Двухформатная. Старый формат сжатия 264 с плюсом и 265X есть. То есть чистый 265. 3 мегапикселя и только разрешение, и количество кадров 25. Можно ставить 25 по идее. Да, 25 кадров в секунду есть. Видеозвук в двух потоках. Первый внешний поток и основной можно регулировать с видеорегистратора, с программы CMS на компьютере. Веб-интерфейс камеры, если вы зайдете через Internet Explorer на компьютере. Также можно полностью в настройки все входить в камеру и регулировать, все выставлять. Просто показываю вам с видеорегистратора, потому что удобно. Удобный просмотр. Так, по тревоге. Тестовые люди, именно силуэт человека, то, что я вам показывал с приложения, можно делать с видеорегистратора. Тут же также можно с видеорегистратора выключить тестовые люди, будет на всю тревогу срабатывать. Слежение включаю с приложения, то есть приложение на смартфоне, потому что по-другому не получится никак. Так, 5 секунд возврат на место, Set Watch запомнил, куда камере вернуться, и Auto-Track Switch. При этом выключается определение силуэта человека и чисто включается слежение за всеми объектами, которые двигаются. Следит в двух плоскостях. Да, отслеживает ноги, потому что ноги движутся. Чисто берет части тела, которые движутся. И вот она их берет в центр. Движется рука, берет центр руку. Но главное, что в двух плоскостях, и смотрите, она меня отслеживает везде, где бы ни следил. Вот один момент, сейчас я прекращаю слежение, и через 5 минут, через 5 секунд она должна уйти на место. Вот она это и сделала. Полное управление камерой с видеорегистратора вызываю PTZ и камерой управляю. Ну и не забывайте, что данная камера может работать удаленно с видеорегистратором. Стоит она у вас в городе в одном районе, видеорегистратор в другом. Стоит она в другом городе в вашей стране, стоит в другой стране вообще. Через интернет вы можете эту камеру добавить на видеорегистратор и удаленно в онлайне отслеживать. Вот как я сижу сейчас, например, на мониторе видеорегистратора, управляю камерой, слышу с нее все, что происходит в том месте, где она установлена. Вот так вот можно слышать. Как это все делать? Делал я видео специально для вас отдельно. Что для этого нужно? Ссылку оставляю под видео или в комментариях спрашивайте, дам вам обязательно ссылку. Отвечаю на все комментарии, читаю и помогаю вам. На чат в Телеграме также подпишитесь. Чат по видеонаблюдению. Чем еще хороша камера, что определение силуэта человека работает. Сейчас я убрал выделение, но определение идет. И по силуэту человека ведется запись на видеорегистратор. И присылается уведомление на смартфон вам удаленно. То есть камера не будет реагировать ни на какие другие моменты, кроме как человек. Если вам это нужно, камера, например, где-то у вас в квартире, на складе стоит, магазин ваш ночью охраняет, а также и днем. Люди приходят, офис, человек зашел, камера определила, что это силуэт человека, и тогда вас тревожит по этому поводу. При недостаточной освещенности ночью или днем, например, на складе или в офисе выключили вы свет, и там полная темнота. Камера перейдет в черно-белый режим и задействует инфракрасные светодиоды ночной подсветки. И вот получаем очень таки классную картинку. Давайте приподнимем. Ну да, очень. Тут у нее 1, 2, 3, 4, 5, 6 небольших ИК светодиодов ночной подсветки. И я думаю, что метров 10-15, а может даже и больше. В помещении она захватит, то есть хватит мощности
вот этих ИК светодиодов. Со смартфона также все. Яркости как добавить, можно смартфона яркость увеличить самого дисплея. Или же можно в настройки зайти камеры и менять яркость, контрастность, цветность дневной картинки, ночной картинки. Все это можно делать. Можно с видеорегистратора делать, можно с веб-интерфейса делать на компьютере, с программы CMS на компьютере. Все это возможно. Давайте включим слежение и посмотрим, как камера будет следить за мной. Так, 3 секунды возврат назад поставлю. Set Watch, сохраняем место возврата. И пошло слежение. Появляется движущийся предмет. Да, не меняет камера. Но тут понятно, уже на то расстояние камера следить не будет. Так как она следила днем, ночью она следить не будет. И смотрите, именно тот момент, о котором я вам говорил. Камера видит, поворачивается в сторону, там предмет, и ИК-светодиоды слепят, отсвечиваются в матрицу. И камера думает, что это движение. И вот она может тупо упереться куда-то и туда-сюда двигаться. Но тут спасает вот тот момент, что камера возвращается на место через 3 секунды, мною поставленная. И, в общем-то, отворачивается от препятствия, от того предмета, который отражает ИК-светодиоды. Ну, нормально она следит. И вот, видите, сейчас тот момент, опа, и отвернулась. То есть вернулась на место. Ну и не забываем, что камера мобильная и универсальная. Можете ее использовать, где вам заблагорассудится. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, чат в Телеграме, мой Телеграм-канал, Инстаграм. Там я с вами всегда на связи. Камеры продаю в Украине. Это также на продаже. Отдам вам ее по закупочной цене. Стоимость на сегодняшний день можете посмотреть по ссылке на Алиэкспрессе. Ее актуальная стоимость. Также переходите по моей ссылке и заказывайте с Алиэкспресс, кому удобно. На сегодня все. Всем удачи. До следующих видео.